Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я подготовила для вас вот такую вот красивую и интересную модель пинеток. Данные пинетки, вот эта верхняя часть их, связана узором малинки. Смотрится очень интересно и очень красиво. Сразу хочу сказать в начале видео, что вот этот узор, можно сказать, является двусторонним. Он смотрится и с лицевой, и с изнаночной стороны по-разному, но одинаково красиво. Я не буду сейчас снимать пинетку и выворачивать ее на изнаночную сторону, но в конце видео обязательно вам покажу, как она смотрится одинаково красиво и с лицевой, и с изнаночной стороны. Данные пинетки в мастер-классе сейчас я буду вязать на длину ступни где-то 10-12 сантиметров. У данного манекена идет длина ступни 11 сантиметров, но здесь у нас идет полоточная вязка, и она очень хорошо тянется, смотрится очень интересно, очень оригинально. И я уверена, каждый из нас справится с вязанием вот такой вот красоты. Данные пинетки в мастер-классе я буду вязать из пряжи Gazal Baby Wool. Это у нас идет метраж на 50 грамм 175 метров. И по составу это у нас будет идти 40% акрил, 20% кашемир ПА и 40% мериносовая шерсть. Пряжа очень мягкая и отлично подойдет для деток. Вязать эти пинетки мы с вами будем в 2 нити. Также, кроме пряжи, нам еще с вами понадобятся спицы. Я буду вязать, смотрите, подошву, подъем и мысок, то есть ту часть, которую я буду вязать платочной вязкой, я буду использовать 2 чулочные спицы номер 3 миллиметра. И основной узор, вот эти наши малинки, я буду вязать также на чулочных спицах 3,5 миллиметра. Если поговорить про технику вязания этих пинеток, то мы их будем вязать вот цельным полотном, и в конце мы сошьем вот этот задний шов и подошву. Шов у нас идет абсолютно не выступает ни с лицевой стороны, ни с изнаночной. То есть по лицевой стороне у нас идет вот имитация платочной вязки, то есть вот этот шов, который имитирует вот платочную нашу вязку. С изнаночной стороны он получается еще более гладкий, и никаких выступающих швов здесь нет. Сейчас, перед тем как приступать к вязанию, будет одна небольшая рекомендация. Смотрите, если, к примеру, у вас всего лишь один моток вот пряжи, из которой вы планируете вязать пинетки, то сейчас я рекомендую от этого мотка намотать небольшой клубочек. Вот я сразу его наматывала в 2 ниточки, так как впоследствии вот из этого клубочка мы будем вязать мысок. И для того, чтобы нитку нам не обрывать от вязания основного полотна, то для вязания как раз таки мыска я намотала вот небольшой клубок. Друзья, надеюсь, вам нравится данная модель пинеток, и вы сейчас с удовольствием свяжете ее вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы диаметр 3 миллиметра обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 48 петель. Если, к примеру, данные пинетки вам нужны на размер ножки меньше, то есть, к примеру, вы хотите связать их для новорожденного ребенка, то в этом случае я рекомендую тогда набрать сейчас, если вот вы вяжете именно из этой пряжи, не 48 петель, а 44. Соответственно, если, к примеру, вам данная модель пинеток нужна на больший размер ноги, то на несколько петель больше вам нужно будет сейчас набрать. То есть эта модель, вот как я сказала, на длину ступни 10, где-то 12 примерно сантиметров, подойдет для малыша где-то примерно от 3 до 9 месяцев. Ну а я сейчас вот набираю на 2 чулочные спицы 48 петель.
На спице я набрала 48 петель. Теперь перед тем, как приступать к вязанию первого ряда, сейчас мы эти петли должны разделить на 3 части. Эти части будут неравные между собой. То есть вот я сейчас нарисую отрезок, так, и у нас будет идти центральная часть, которая у нас всегда будет состоять из 4 петель, и всего у нас 48 петель. Значит, мы от 48 должны отнять 4 центральных петли и дальше это число разделить на 2 боковые части. То есть 44 разделить на 2 боковые части, это у нас получается 22 петли здесь и 22 петли здесь. Как вы видите, подошву, подъем и мысок мы сейчас с вами будем вязать платочной вязкой. То есть все ряды и лицевые, и изнаночные мы будем провязывать лицевыми петлями. Поэтому вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем просто снимать, не провязывая. Это наша первая петля. Далее вяжем все петли лицевые. То есть вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. То есть мы сейчас должны провязать петли первой боковой части. То есть с учетом нашей кромочной петли всего, то есть на правой спице у нас должно быть провязано 22 петли. Петли мы вяжем, как я сказала, лицевыми. Итак, я провязала лицевыми петлями 22 петли с учетом кромочной. Далее, после того, как мы провязали петли первой боковой части, мы должны сделать накид. Накид я делаю вот рабочую нить, набрасываю на правую спицу от себя. И далее мы вяжем 4 центральных петли. То есть вот первая петля, вторая, третья и четвертая. 4 центральных петли мы провязали, далее опять делаем накид вот от себя и далее довязываем петли второй боковой части. Все петли мы провязываем лицевыми. Последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. После чего вязание я перевернула на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И далее я продолжаю вязать изнаночный ряд лицевыми петлями. Так мы вяжем, вот провязывая все петли лицевыми до нашего накида. Сейчас я вам покажу, каким образом мы будем провязывать накид в изнаночном ряду. То есть в изнаночном ряду мы просто должны провязать все петли лицевыми, включая наши накиды. Никаких ни прибавлений, ни убавлений здесь мы делать не будем. Итак, вот я довязала до накида. В изнаночных рядах накид этот мы будем провязывать лицевой петлей за заднюю вот короткую стеночку, так чтобы у нас здесь не образовывалось никаких дырочек. Далее вот вяжем опять 4 лицевых петли, это наши центральные петли, и снова идет накид. Накид здесь мы также провязываем лицевой петлей за заднюю короткую стеночку и довязываем этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю петлю кромочную в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Вязание я перевернула вот на лицевую сторону и вяжем третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, это наша первая петля, и дальше опять мы должны провязать с учетом кромочной петли 22 петли боковой части. Провязываем все петли лицевыми. Итак, я провязала 22 петли первой боковой части. Далее опять мы должны сделать в лицевом ряду накид от себя. Далее с учетом предыдущих наших накидов, которые мы делали в первом ряду, центральная часть наша уже состоит не из 4, а из 6 петель. Поэтому после накида я провязываю 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова делаю накид. Набрасываю рабочую нить на правую спицу от себя и далее продолжаю вязать этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. То есть здесь после накида у нас также должно быть
22 петли. Последнюю петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Далее вязание мы перевернем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы все петли провяжем лицевыми. Накиды мы провяжем лицевой петлей за короткую стеночку. Поэтому довязываем третий ряд и четвертый изнаночный ряд провязываем самостоятельно. Четвертый изнаночный ряд я провязала, вязание переворачиваю на лицевую сторону, и опять первую кромочную петлю, это мы вяжем пятый ряд, я снимаю, и далее я провязываю, получается 21 лицевую петлю. С учетом кромочной этих петель у нас получится 22. 3, 4. Итак, вот у меня провязано на правой спице 22 петли. Далее опять мы делаем накид. И центральная часть у нас уже состоит не из 6 петель, а из 8 с учетом предыдущих накидов. Поэтому после накида мы провязываем 8 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем накид и довязываем лицевыми петлями этот ряд до конца. Далее вязание перевернем на изнаночную сторону, и в изнаночном ряду мы все петли провяжем лицевыми. Накиды мы провяжем лицевой петлей за короткую стеночку. Шестой изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону, и приступаем к вязанию седьмого последнего ряда, где мы сейчас будем делать прибавление петель с помощью накидов. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше петли я провязываю лицевыми, так чтобы опять на правой спице у нас было всего провязано с учетом кромочной петли 22 петли. На правой спице вот у меня провязано всего 22 петли. Далее я делаю накид, рабочую нить набрасываю на правую спицу и провязываю сейчас 10 центральных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее делаю снова накид и довязываю этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Далее 8 изнаночный ряд мы должны провязать вот все петли лицевыми, накиды провязываем лицевой петлей за короткую стеночку. Итак, смотрите, я до конца не довязала 8 ряд для того, чтобы специально сейчас измерить вот эту заготовку в ширину, так чтобы вы могли ориентироваться не только вот на количество набранных петель, но и на количество сантиметров, которые у нас должна получиться наша заготовка. Получается, ну вот смотрите, ровно 22 сантиметра. Поэтому вот я довязываю 8 ряд лицевыми петлями до конца. Итак, вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и у нас от нашего наборного края провязано вот 4 платочные дорожки. Все, никаких прибавлений петель мы больше делать не будем. Теперь вот это наше полотно мы сейчас будем вязать просто лицевыми петлями, то есть дальше будем продолжать вязать, получается, уже наш подъем. Получается, первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца этого ряда я просто провязываю лицевыми. Так я буду провязывать и в лицевом, и в изнаночном ряду. Поэтому смотрите сейчас на этом этапе, если вдруг вы хотите пинетки вязать цветными, и допустим, подошву вы планируете связать одним цветом, а, к примеру, подъем другим цветом, то вот сейчас вы должны были бы взять нитку вот как раз таки контрастного цвета, так как вот мы сейчас будем вязать вот эту верхнюю часть, подъем получается у наших пинеток. Подошву мы уже с вами связали. Поэтому я сейчас вот просто продолжаю вязать, провязывая все петли лицевыми до конца этого ряда. И смотрите, этот подъем я сейчас буду провязывать, чтобы у меня было еще дополнительно провязано 5 платочных дорожек, или я сейчас провяжу 10 рядов. Провязывать все петли я буду лицевыми. Первую кромочную петлю я просто снимаю, последнюю петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей.
То есть вот у меня всего от наборного этого края должно в итоге получиться 9 платочных дорожек. 4 платочные дорожки подошва и 5 платочных дорожек подъем. Так, вот я вывязала все необходимые ряды. То есть у меня получается еще раз от наборного края 4 платочных дорожки это подошва и 1, 2, 3, 4, 5 платочных дорожек это подъем. И если мы сейчас измерим этот участок в сантиметрах, то он у нас получается, ну вот где-то 4,5-5 сантиметров, смотря тут как вот это все разложить, ну вот около 5 сантиметров. Теперь мы с вами будем приступать к вязанию мыска. Мысок этот я буду вязать из центральных 10 петель. Поэтому если сейчас пересчитать эти петли, отнять 10 центральных петель, то наша заготовка будет выглядеть следующим образом. 23 петли это первая боковая часть, 10 петель мысок и 23 петли вторая боковая часть. Поэтому вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и сейчас с левой вот спицы на правую я переснимаю петли первой боковой части. То есть я их не провязываю, а просто переснимаю 23 петли. Итак, на правую спицу я пересняла петли боковой части, то есть 23 петли, и как раз таки следующих центральных 10 петель, из которых я сейчас буду вывязывать мысок. Смотрите, вот здесь нитку от моточка я не обрываю, беру нитку от маленького моего клубочка, вот я сразу в 2 ниточки, как я говорила, наматывала этот клубочек, просто кончик прикладываю к краю. И первую петлю провязываю лицевой. Это первая петля мыска. Дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И вот у нас получается 10-я последняя петля мыска и первая петля боковой части, когда мы будем вязать мысок вот именно с лицевой стороны. Ниточка, где мы набирали петли, с этой стороны, поэтому это у нас идет именно лицевая сторона. Последнюю петлю мыска и первую петлю боковой части с лицевой стороны я буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю сразу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую вот петлю я снимаю и далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая опять 10-ю петлю мыска. То есть вот та петля, где мы сейчас присоединяли нашу нить. Поэтому это у нас идет, получается, 10-я петля мыска, и это первая петля боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Кончик подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. И опять вяжем, вот получается лицевой ряд. Сейчас при необходимости, вот смотрите, одна вот эта провязанная платочная дорожка у нас относится именно к мыску. Поэтому вот ниже вот эту платочную дорожку я сейчас отмечу маркером для наглядности. То есть отметить ту границу, где у нас идет вот эта часть относится к подъему, и первая вот эта платочная дорожка у нас относится именно к мыску. То есть вот идет моя рабочая нить, она перед работой, никуда мы ее сейчас не перекручиваем. Я ее первую петельку просто снимаю и рабочую нить вот завожу между первой и второй петлей, и далее продолжаю вязать этот ряд, провязывая все петли лицевыми. То есть не довязывая опять последнюю петлю мыска. Сейчас это расстояние четко видно. То есть здесь вот видите, это расстояние, оно получается чуть больше, нежели обычное между петлями. И сразу видно, что это идет последняя петля мыска, и это идет первая петля боковой части. Вот я не довязала опять последнюю петлю мыска, и с лицевой стороны петлю мыска и петлю боковой части мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. После чего вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Опять вяжем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю. С изнаночной стороны петлю мыска и петлю боковой части мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом мы дальше будем сейчас продолжать вязать мысок, провязывая все петли лицевыми.
так, чтобы у нас образовывалась платочная вязка. И в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного мы будем убавлять одну петлю от боковых частей. Так мы будем вязать мысок. Смотрите, я сейчас провяжу мысок этот от маркера, чтобы у меня было провязано 11 платочных дорожек, или это будет соответствовать 22 провязанным рядам. Сейчас я провяжу этот участок самостоятельно, далее измерю мысок в сантиметрах. Итак, вот я провязала мысок платочной вязкой, как я говорила, от маркера у меня вот здесь провязано 11 платочных дорожек. И вот здесь нитку от моточка, вот где мы вязали наш мысок, мы можем уже обрезать. Теперь мы петли первой боковой части возвращаем обратно, то есть я их обратно переснимаю с правой спицы на левую, то есть я возвращаюсь в начало вязания. Так, и теперь давайте измерим мысок наш в сантиметрах. И вот у нас получается где-то вот длина мыска 5 сантиметров. Вот таким образом выглядит сейчас наша заготовка. И мы сейчас будем приступать к вязанию отверстий для наших вот этих завязок. Вязание я держу лицевой стороной вот вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, и после кромочной петли я делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. Следующих 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой петлей. Далее опять накид, 2 петли вместе, лицевой петлей провязываем, опять накид. Следующих 2 петли мы должны провязать вместе лицевой петлей, накид, 2 петли вместе. Таким образом довязываем этот ряд до конца, делая сначала накид, затем 2 петли провязываем вместе одной лицевой петлей. Смотрите, в конце ряда вот у меня здесь осталось 3 петли, то есть вот я делаю накид, далее провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И с учетом того, что после кромочной петли мы сделали сначала накид, затем провязали 2 петли вместе, то в конце вязания у нас вот 2 петли вместе, и сразу последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. То есть все, количество наших петель, все ровно, четко сохранилось. Вязание мы сейчас переворачиваем вот на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны мы сейчас все петли провяжем лицевыми. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли вяжем лицевыми. Накиды, для того, чтобы образовывались как раз таки сейчас дырочки, нам нужно провязать лицевой петлей за длинную вот эту переднюю стенку. Лицевая, лицевая, вот за длинную стеночку, лицевая. Таким образом довязываем этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Итак, вот я сделала отверстие, смотрите, для завязок. И сейчас нам осталось только связать верхнюю часть. Вот как раз таки мы сейчас будем приступать к вязанию основного узора, который называется малинки. Смотрите, если сейчас пересчитать все петли, которые у меня находятся на спицах, то у меня сейчас этих петель 34. Раппорт узора малинки у нас будет состоять из 6 петель плюс 2 петли кромочные. Это получается, что сейчас мне нужно для вывязывания этого узора 32 петли. Это вместе как раз таки с нашими кромочными петлями. Как раз таки этой ширины вот достаточно. Вот она получается, верхняя часть такая эластичная, она хорошо будет одеваться на ножку ребенка, но при этом она не будет как-то сильно топорщиться. И вот как раз таки для вязания вот этой верхней части пинетки вот 32 петли как раз таки идеально подходит. Поэтому в данном случае я сейчас при провязывании первого распределительного ряда равномерно убавлю 2 петли, так как, еще раз, мне нужно этих петель 32 для вязания этого узора, а у меня этих петель сейчас
34. Сейчас вот первых два ряда я провяжу спицами 3 миллиметра. Далее мы будем переходить на спицы на пол размера больше. И сейчас мы как раз таки будем вязать первый ряд основного узора и распределять петли. Узор вяжется очень просто. Самое главное здесь внимательно распределить эти петли. Далее будет все очень понятно и очень просто. Первую кромочную петлю я сейчас снимаю. Далее я должна провязать одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, далее 2 петли изнаночных, и далее из одной вот этой петли я должна сейчас вывязать 5 петель. То есть я завожу правую спицу вот за переднюю стенку и провязываю лицевую петлю, вот лицевой. При этом петли ни с правой, ни с левой спицы я не снимаю и сразу вот делаю накид от себя, набрасываю рабочую нить на правую спицу и провязываю эту же петлю еще раз. То есть еще один раз. Это у нас получается вот петля, накид, петля. То есть 3 петли, далее опять накид и еще раз провязали. Вот у нас получилось из одной петли мы вывязали 5 петель, после чего вот я снимаю петлю с левой спицы и далее вяжем. То есть 2 петли изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, и из одной петли сейчас вывязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее у нас вяжется опять 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, из одной петли вывязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, нам нужно сейчас не забыть еще убавить 2 петли, поэтому давайте сейчас сразу вот мы должны сейчас провязать 2 изнаночных петли, поэтому вот этих 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Это 1 петля изнаночная и вот 2 петля изнаночная, то есть мы убавили 1 петлю. Далее 1 лицевая, 2 изнаночных, из одной петли 5 вывязываем. 1, 2, 3, 4, 5. И давайте здесь опять вот этих 2 петли провяжем вместе изнаночной петлей. 2 вместе изнаночной петлей, еще 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных, из одной петли вывязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В конце ряда у нас остается 2 петли. Мы вяжем 1 изнаночную и последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. То есть сейчас смотрите, раппорт нашего узора здесь состоит 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, из одной петли вывязываем 5 петель. Но начинали здесь мы вязать с одной изнаночной петли, так как наших вот как раз таки 2 петли изнаночных я распределила на 2 боковые части, здесь и здесь, для того, чтобы этих 2 края у нас были симметричные. А далее мы с вами вот как раз таки и вязали 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, из одной петли вывязали 5 петель. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас смотрите, мы приступаем к вязанию следующего изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у нас идет лицевая петля. И сейчас у нас идут вот как раз таки 5 петель, где мы вывязывали из одной петли 5 петель. В изнаночном ряду всегда вот эти 5 петель мы будем провязывать лицевыми петлями. Поэтому здесь мы вяжем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть это мы провязали те петли, где мы вывязывали из одной петли 5 петель. Далее у нас еще 2 лицевых идет и изнаночная.
И теперь получается, смотрите, у нас будет идти вот изнаночная, которую мы провязали, далее 9 петель мы вяжем лицевыми. То есть это получается 2 петли здесь, 2 петли здесь и 5 петель, где мы вывязывали из одной петли 5 петель. То есть у нас изнаночная, 9 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять у нас получается изнаночная. И далее опять 9 петель, которые мы провязываем лицевыми. Изнаночная, 9 лицевых. Таким образом мы сейчас довязываем этот ряд до конца. В конце ряда я провязала, получается, 9 петель лицевых. Далее у меня идет изнаночная петля, лицевая и последняя кромочная мы провязываем изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону. И мы сейчас должны взять спицы на пол размера больше. В моем случае это номер спиц 3,5 миллиметра. И сейчас мы с вами должны провязать, получается, 3 лицевой, 4 изнаночный, 5 лицевой и 6 изнаночный ряд, все петли по рисунку. То есть вот как они идут, так мы их и вяжем. Одновременно я сейчас перейду на спицы на пол размера больше. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я вяжу одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, и далее у меня идет 9 изнаночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна лицевая и опять 9 петель мы вяжем изнаночными. То есть петли как раз таки, как они у нас сейчас идут, так мы их и провязываем. То есть еще раз довязываем 3, вяжем 4, 5 и 6 изнаночный ряд. И встретимся в начале 7 ряда. Так, вот я провязала 6 изнаночный ряд, вязание перевернула на лицевую сторону. И вот таким образом сейчас выглядит заготовка с лицевой стороны. И мы сразу приступаем к вязанию 7 ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я вяжу 1 изнаночная, и теперь у нас, смотрите, где идут вот эти дорожки из лицевых петель, то есть из этой петли мы сейчас будем вывязывать опять 5 петелек. То есть правую спицу я завожу за правую стенку петли, в моем случае она у меня находится, видите, за работой. То есть вот провязываю лицевой петлей, накид, еще раз лицевая, накид и лицевая петля. То есть вот мы из одной петли вывязали 5 петелек. Далее 2 петли мы вяжем изнаночных. Следующих 5 петель мы должны провязать вместе лицевой петлей. Поэтому я завожу вот правую спицу за заднюю стенку под 5 сразу петель. После чего вот этих 5 петель я провяжу вместе лицевой петлей. Смотрите, если вдруг вам совсем неудобно этих 5 петель провязывать вместе вот спицей, можете помочь себе крючком. То есть крючок вставить под 5 петель и провязать вместе лицевой петлей и затем эту петлю одеть на спицу. Вот 5 петель вместе я провязала. Далее я вяжу 2 изнаночных петли. И из одной петли мы снова должны провязать 5 петелек. То есть вот раз, накид, 2, 3, накид, 4 и 5. 2 изнаночных. И опять 5 петель вот этих мы должны провязать вместе лицевой петлей. Хорошенечко кончик подтягиваем, вяжем 2 изнаночных. Опять из одной петли мы вывязываем 5 петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 2 изнаночных. И следующих 5 петель снова провязываем вместе одной лицевой петлей. 2 изнаночных. Далее опять из одной 5, 2 изнаночных, 5 петель вместе. То есть вот таким образом довязываем сейчас этот ряд до конца. В конце ряда, смотрите, я провязала 5 петель вместе, и далее у меня получается
изнаночная и последняя кромочная мы также провязываем изнаночной петлей. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Сейчас с изнаночной стороны мы приступаем к вязанию 8 ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я вяжу 1 лицевая, и далее смотрите, вот это наша петля, вот они у нас идут, где мы провязывали вот 5 петель вместе. С изнаночной стороны мы всегда вот именно эту петлю будем провязывать изнаночной петлей, поэтому получается кромочная, лицевая, далее изнаночная, и следующих 9 петель я должна провязать с лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая. Дальше вот это получается 5 петель, где мы вывязывали из одной петли 5 петель. То есть дальше вот получается 3 лицевая, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот петля, где мы провязывали сразу 5 петель вместе, ее мы вяжем изнаночная, и дальше опять 9 лицевых петель. Вот опять изнаночная, и снова 9 лицевых петель. Так мы довязываем этот ряд до конца. Я закончила вязать 8 изнаночный ряд. Вязание я перевернула вот сейчас на лицевую сторону. Видите, вот у нас уже получилось первые наши малинки. Далее мы с вами должны провязать просто по рисунку еще 4 ряда. То есть 9 лицевой, 10 изнаночный, 11 лицевой и 12 изнаночный ряд. Встретимся сейчас с вами в начале 13 лицевого ряда. То есть сейчас в 9 ряду мы с вами будем провязывать. Кромочную снимаем. Далее у нас получается 8 петель изнаночных, 1 лицевая. Далее 9 петель изнаночных, 1 лицевая. 9 петель изнаночных, 1 лицевая и так далее. То есть сейчас петли, как они у нас идут, так мы их и провязываем. То есть вяжем по рисунку, провязывая все петли еще 4 ряда. Итак, я закончила вязать 12 изнаночный ряд и приступаем к вязанию 13 лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 1 петлю изнаночную, и следующих 5 петель мы должны опять провязать как 5 петель вместе за заднюю вот стенку 1 лицевой петлей. То есть вот эти 5 петель я сейчас провязываю вместе лицевой петлей. Далее 2 петли изнаночных, и вот снова идут вот дорожки из лицевых петель. Здесь также из этой лицевой петли мы будем вывязывать 5 петелек. То есть вот я провязываю 1 лицевая, не снимаю петли ни с левой, ни с правой спицы. Накид, лицевая, накид, лицевая. После чего я левую спицу вынимаю, и у нас получилось, мы провязали из 1 петли 5 петелек. Далее 2 петли изнаночных. И сейчас опять мы должны 5 петель провязать вместе 1 лицевой петлей. То есть вот я их провязываю вместе 1 лицевой петлей. Далее 2 петли изнаночных. И снова из 1 петли мы должны вывязать 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. То есть таким образом мы сейчас довязываем этот ряд до конца. Итак, я закончила вязать 13 ряд, и сейчас перед тем как приступать к вязанию следующего ряда, хотела бы сказать, что здесь, как вы видите, у меня идут 3 ряда этих малинок. Поэтому если, к примеру, вы вдруг провязываете сейчас вот этот участок и понимаете, что вот этой высоты вам достаточно, то сейчас, провязывая вот этот ряд, который мы сейчас с вами провязали, вам не нужно вот из 1 петли провязывать 5 петелек. То есть провязывая из 1 петли 5 петелек, это мы делаем начало формирования следующего ряда малинок. К примеру, вы понимаете, что вам только 2 ряда этих малинок нужно, поэтому здесь вы все провязываете так, как мы и провязали. Единственное, из вот этих лицевых петель
вам не нужно провязывать 5 петель. То есть эту лицевую петлю вы просто провязываете как одну лицевую петлю. Далее все вяжем по схеме. Ну, а я сейчас приступаю к вязанию как раз-таки вот третьего ряда малинок. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и приступаю к вязанию 14 изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю вот 1 лицевая петля. Идет вот наша малинка следующая, то есть 5 петель, где мы провязывали из одной петли 5. То есть вот 2, соответственно, лицевая, 3, 4, 5, 6, вот дальше 7, 8. Далее вот 1 изнаночная, это та петля, где мы провязывали 5 петель вместе. Мы ее провязываем изнаночной. Далее опять 9 петель у нас уже получается лицевых. Вот 9 лицевых, это в изнаночном ряду. 1 петля изнаночная. Опять 9 лицевых, 1 изнаночная. Так мы довязываем 14 ряд до конца. 14 изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону. Далее 15 лицевой, 16 изнаночный, 17 лицевой и 18 изнаночный ряд мы провязываем все петли по рисунку. То есть так как они у нас идут, так мы их и провязываем. И встретимся в начале 19 лицевого ряда. 19 лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу 1 петля изнаночная. Сейчас никаких малинок новых формировать мы не будем, поэтому я провязываю 1 лицевая, 2 изнаночных, и следующих 5 петель я должна провязать вместе 1 лицевой петлей. Далее 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, и следующих 5 петель я опять должна провязать вместе 1 лицевой петлей. И опять 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, 5 петель вместе лицевой петлей. Так мы довязываем этот ряд до конца. 19 ряд я довязала до конца, и как я говорила, малинок мы наших больше формировать новых не будем. Поэтому вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны получается я сейчас все петли провяжу лицевыми. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны я снова вот первую кромочную петлю снимаю, и далее все петли опять до конца этого ряда я провяжу лицевыми. Здесь также последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и сейчас с изнаночной стороны мы будем закрывать петли. Я буду закрывать петли с помощью накидов, для того чтобы вот этот наш край был эластичным. Первую кромочную петлю я снимаю, далее делаю накид. Вот рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. Следующую петлю я провязываю лицевой. Далее наш накид я протягиваю и спускаю через только что провязанную вот петлю. И далее петлю, которая была на спице, протягиваю и спускаю через провязанную петлю. Опять 1 петля на спице, накид. Следующую петлю провязываю лицевой, далее накид протягиваю и спускаю, и петля, которая была на спице, я ее также протягиваю и спускаю через провязанную петлю. Еще раз накид, провязали, и далее накид сначала протянули, спустили, и петлю протянули и спустили. Таким образом закрываем этот ряд до конца. Итак, вот я закрыла этот ряд до конца, и у меня осталась 1 последняя петелька. Эту петлю я вытаскиваю подлиннее, и далее ниточку от моточка можем уже обрезать, единственное с тем учетом, чтобы этого кончика хватило сшить нашу пинетку. Сейчас вот эту нашу петельку я просто вытаскиваю, вот эту ниточку, вот таким образом это у меня сейчас все выглядит, и
кончик мы одеваем в иголку с большим ушком. Перед тем, как будем приступать к сшиванию пинетки, смотрите, вот таким образом сейчас выглядит заготовка. Смотрите, вот этот участок у нас сейчас занял от дырочек и до края, где мы закрывали петли. В сантиметрах этот участок у меня получился где-то около вот 7,5 сантиметров. Ниточку, где мы закончили вязать нашу пинетку, я одела в иголку с большим ушком, и теперь мы будем приступать к сшиванию нашей пинетки. Сшивать пинетку я буду вот именно по лицевой стороне, поэтому я беру два края, складываю между собой, и смотрите, сшивать я буду именно закромочные петли, но иголку я буду вставлять, смотрите, вот в одну петлю я вставила и в соседнюю петлю вот иголку вытаскиваю. Каждую из этих петель кромочных мы будем прошивать 2 раза. То есть смотрите сразу, сейчас иголку мы вытащили из вот этой петельки, вот она у нас, наша ниточка идет, поэтому мы сейчас вначале прошьем обратную сторону, затем вот в эту же петлю я буду вставлять иголку, только теперь я буду вот как раз таки вставлять. Сначала я нитку вынула, а теперь я буду потом вставлять и в соседнюю петельку нитку с иголкой вытаскивать. То есть вот одну сторону я прошила, иду на эту сторону. Здесь точно так же. Вот кромочная петля вставила и в соседнюю петельку вот иголку с ниточкой вытаскиваем. Иголку мы вставляем в кромочные петли всегда справа налево. То есть вот наша кромочная петля, которую вот мы уже прошивали, где мы вынимали ниточку. Сюда я вставляю иголку, вот, и в соседнюю петлю я иголку с ниткой вытаскиваю. Сюда, теперь здесь вставили и через соседнюю петельку иголку с ниткой протащили и кончик подтянули. Вставили и через соседнюю петлю вытаскиваем справа налево. Здесь. Здесь, здесь, справа налево. Вставили, вытащили. Таким образом мы сейчас сшиваем вот эту часть шва до подошвы, то есть до вот этого кончика, где мы набирали петли. При сшивании обязательно контролируем, чтобы все края у нас сошлись. То есть у нас должно сойтись в конце вот этих два края ровно. И вот этот участок, где у нас идут дырочки, отверстия под завязки, они тоже должны ровно сойтись. То есть они должны быть друг напротив друга. Итак, вот я прошила задний вот этот шов до конца. Вот таким образом этот шов у меня выглядит. В конце мы пинетку вывернем на изнаночную сторону и покажу, каким образом этот шов выглядит именно с изнаночной стороны. И сейчас мы будем приступать к сшиванию вот именно подошвы. Смотрите, сшивать подошву я буду также закромочные петли. Если посмотреть вот на край подошвы ближе, то мы сейчас будем прошивать за вот эти вот петельки, вот они у нас идут волнообразные, то есть за ту часть петли, которая у нас смотрит вот именно наружу, вот с обратной стороны у нас идет точно такой же край, и вот эта стенка, то есть вот эти волны наши идут. Сшивать подошву мы будем, смотрите, чтобы не запутаться и не думать, когда, куда мы должны иголку ставить и куда вытащить. Здесь на самом деле все просто. Начинаем мы сшивать, ну вот, допустим, с этого края, который дальше от нас. Иголку я буду всегда вставлять вот в одну вот петлю, то есть ту часть, еще раз, которая вот волны 1, 2, 3 и так далее. Всегда по этой стороне я буду иголку вставлять сначала к себе, то есть это получается как бы с лица наизнанку, то есть к себе, вот, видите, и через соседнюю вот эту нашу петлю, через соседнюю волну я буду иголку выводить от себя, то есть к себе от себя через соседнюю, к себе от себя.
и ниточку вытаскиваем. На этой стороне у нас идет все точно так же. Сначала к себе, потом от себя. То есть ищем ту стенку вот петли, которую мы должны вставить. Ну вот здесь давайте. То есть сначала к себе, то есть это получается с изнанки на лицо, к себе и через соседнюю вот от себя. Здесь также, смотрите, получается, что каждую из этих волн мы сейчас будем прошивать 2 раза. То есть вот эта волна, где мы уже, вот мы прошили ее 1 раз. Теперь мы, получается, здесь, с этой стороны, также сначала к себе и через соседнюю вот эту волну от себя. И вот здесь, значит, к себе от себя ниточку с иголкой вытаскиваем. Здесь смотрим ту петлю, которую мы уже прошивали. Вот она у нас идет, эта петля. Здесь также с этой стороны к себе, потом через соседнюю петлю иголку вставляем от себя. Здесь вот петля, которую 1 раз я прошила. Вот к себе и через соседнюю от себя. Вот петля, которую мы уже 1 раз прошили. Вот мы ее прошиваем 2 раз к себе и через соседнюю от себя. Вот с этой стороны 1 раз эту петлю мы прошили, то есть здесь прошиваем ее же 2 раз, вставляя иголку вот к себе и через соседнюю выводим от себя. При таком способе сшивания, смотрите, у вас должна получаться вот именно платочная такая дорожка. Поэтому продолжаем сшивать этот край подошвы до конца. Итак, вот я прошила весь этот шов вот до конца. Теперь мы эту ниточку выводим на изнаночную сторону. И пинетку мы сейчас можем также вывернуть на изнаночную сторону. Итак, смотрите, пинетку я вывернула на изнаночную сторону. И сейчас вот как раз таки на этом этапе я вам хочу показать, что данный вот узор малинки, он является двусторонним. Он выглядит по-разному и с одной, и с другой стороны, но изнанка смотрится прям очень красиво. И поэтому при желании вот именно эту сторону узора можно выбрать в качестве вот именно лицевой стороны. Вот давайте я 2 пинетки рядышком приложу. То есть это у нас идет узор малинки, лицевая сторона, а это получается изнаночная сторона этого узора. Теперь по поводу швов. Смотрите, вот я боком покажу вам. То есть вот так этот шов выглядит именно с изнаночной стороны. Идет все вот абсолютно гладко, нигде ничего не выступает, нигде ничего не видно. Поэтому смело вот именно этот способ сшивания можно использовать для вязания вот как раз таки вот такого плана двусторонних пинеток, так как этот шов выглядит одинаково гладко и красиво как с лицевой, так и с изнаночной стороны. И вот таким образом у нас идет этот задний шов. То есть это у нас идет вот он у нас идет. То есть особо даже и незаметно. То есть вот это наши малинки. Узор сохраняется в шахматном порядке. И вот этот наш шов идет. То есть он тоже идет абсолютно гладкий. Нигде ничего не видно и не выступает. Теперь нам с вами необходимо спрятать кончики. После того, как мы спрятали кончики, нам необходимо сделать завязки и обвязку при желании. В данном случае обвязка это лишь декоративный элемент. Завязки делать нам нужно, и я сейчас вам просто предложу на выбор несколько вариантов, а вы выберете для себя тот, который подходит именно для вас. Первый вариант это сейчас можно в эти дырочки продеть обычную тоненькую атласную ленту. Следующий вариант завязок это вот такой вот скрученный шнур. Подробный мастер-класс, как вот именно скрутить вот такой шнур есть у меня на канале. Ссылочку я сейчас вам здесь оставлю, вот выскочит. И также ниже в инфобоксе будет ссылка на этот мастер-класс. И следующий вариант это вот такой вот плетеный шнур айкорд. Данный шнур я плела на специальной мельнице, которую я заказывала в Китае. При желании этот шнур можно связать и на спицах.
То есть обычный шнур айкорд. Длина любой из этих вот завязок должна быть примерно около 45 сантиметров. Теперь мне осталось сделать только обвязку. Обвязку я буду делать контрастным цветом, то есть я решила завязки и обвязку сделать одним контрастным цветом. И эту обвязку вы можете делать абсолютно из любой пряжи. У меня это также пряжа Gazal Baby Wool, и я буду делать обвязку также в 2 нити. Пинетку я беру подошвой вверх. Вот идет вот эта платочная дорожка посередине, это идет шов, который только что мы сделали. Вот он у нас идет. Так. Теперь мы идем ближе к задней части. И теперь от этого шва, вот он у нас идет, отсчитываем 4-ю платочную дорожку от шва. Считаем 1, 2, 3 и вот 4. Так, вот мы идем вот сюда, ближе к заднему шву. И вот 4-я платочная дорожка от центрального шва. И вставляем сюда крючок. Так, далее, смотрите, сейчас вставлять крючок я буду вот именно в те петельки, которые у нас смотрят вверх. Вот они у нас идут, так. Далее беру нить, которой я планирую делать обвязку, и вынимаю первую петельку. Далее делаю одну закрепляющую петлю, вот просто так, так. Крючок у меня 3 миллиметра, если что. И дальше вот 1, 2, 3, вот наша 4-я платочная дорожка, и мы эту 4-ю вот платочную дорожку начинаем обвязывать, вставляя крючок в каждую вот эту вот петельку, которая смотрит вот вверх. Вот она у нас следующая идет. Вставили, вот, и вынули рабочую нить, и этих 2 петли провязали. Дальше опять вот следующее, вставили крючок, вынули рабочую нить и провязали. То есть обвязку мы делаем столбиками без накида. Вот опять вставили, вынули, провязали. Следующую вставили, вынули, провязали. То есть еще раз от шва мы обвязываем 1, 2, 3, 4-ю платочную дорожку вот по кругу до конца, провязывая столбиками без накида, держа пинетку подошвой к себе, то есть подошвой вверх. Смотрите, я провязала вот ряд обвязки по кругу, и я дошла вот до конца, то есть до того момента, где мы начали наше вязание. Теперь я вставляю крючок в первую нашу петлю. Крючок я вставляю сразу вот за 2 стеночки именно петли, и вот вытаскиваю петельку, и эту петлю вот сразу же провязываю через ту, которая была уже на крючке. Кончики здесь мы хорошенько подтягиваем, и ниточку от моточка здесь я обрезаю. Далее делаю одну закрепляющую вот петельку и ниточку аккуратно вытаскиваем. Теперь мы эти кончики с помощью крючка выводим аккуратно на изнаночную сторону. И вот, друзья, после того, как мы сделали обвязку, вдели сюда наши завязки, спрятали по изнаночной стороне кончики, пинетки наши полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.